Здравствуйте! Вас приветствует Make Center. Сегодня речь пойдет о сверлильно-фрезерном станке Optium BF20L Vario. Он предназначен для обработки небольших деталей из стали, чугуна, различных металлов и сплавов. Максимальный диаметр сверления стали 12 мм, рассверливание 16 максимальный диаметр торцевой фрезы 63 мм, максимальный диаметр концевой фрезы 20 мм. Станок состоит из подвижного стола размерами 760 на 180 мм, рукояток перемещения стола, зажимных рукояток стола, панели управлений, защитной крышки зажимной тяги, фрезерной головки, пиноли, рукоятки перемещения пиноли, цифровой индикации перемещения пиноли, микрометрической рукоятки подачи пиноли, переключателя диапазона числа оборотов, защитного кожуха. Рассмотрим более детально панель управления. На ней можно увидеть ручку смены направления вращения шпинделя, кнопку включения и выключения станка, дисплей отображения оборотов шпинделя, рукоятки и регулировки оборотов двигателя, кнопку включения освещения рабочей зоны, кнопку аварийной остановки станка. Регулировка оборотов вращения шпинделя осуществляется в пределах двух диапазонов. Они изменяются переключателем диапазона числа оборотов. В диапазоне L от 90 до 1480 оборотов в минуту, в диапазоне H от 150 до 3000 оборотов в минуту. Переключение между диапазонами нужно проводить обязательно при выключенном двигателе. Стоит отметить, что на защитном кожухе установлен концевик, поэтому станок не запустится, если он открыт. На станке предусмотрено два режима ручной подачи пиноли. Первая – это грубая, при помощи рукоятки подачи пиноли. Вторая – точная, при помощи микрометрического маховика на передней панели. Точность составляет 1/100 мм. Для переключения из режима грубой подачи на режим точной подачи затяните до упора маховик на рукоятке подачи пиноли. Перемещение пиноли выводится на дисплей индикации перемещения пиноли. Для фиксации пиноли в заданном положении затяните маховик на противоположной стороне от рукоятки перемещения пиноли. Также на каждой оси перемещения станок оборудован двумя зажимными рукоятками, которые фиксируют узлы станка от перемещения во время работы. Фрезерный стол оборудован двумя перемещаемыми вдоль оси X упорами. Используйте упоры для ограничения перемещений по оси X для повышения точности и производительности при изготовлении одинаковых деталей. Фрезерная головка оборудована цанговым патроном ER32 с комплектом цанг, конусом Морзе 2, а также зажимной тягой М12. Для того, чтобы установить или заменить зажимной инструмент, вам необходимо удалить защитную крышку зажимной тяги, установить инструмент в посадочное отверстие шпинделя. Здесь он уже установлен. Используйте специальные ключи, которые находятся на 5С доске. Для того, чтобы ослабить крепление инструмента, вам необходимо крутить гаечный ключ в левую сторону. Если вы же хотите завинтить зажимной инструмент, значит крутите гаечный ключ вправо. Фрезерная головка станка имеет ход 260 мм по оси Z и возможность поворота на угол плюс-минус 90 градусов вправо или влево в вертикальной плоскости. Для того, чтобы повернуть голову, вам необходимо опустить гайку направляющего винта, твердо удерживая фрезерную головку, опустить зажимный винт. Наклонить фрезерную головку на желаемый угол вертикальной плоскости. Затянуть до упора направляющие и зажимные винты. В зависимости от типа и диаметра фрезы, а также обрабатываемого материала, исходя из режима фрезания, выбираем частоту вращения шпинделя. Режимы резания вы можете найти, сканируя QR-код, который находится на сверлильно-фрезерном станке. У меня заготовка из стали 15 и концевая фреза диаметром 8 мм. Следовательно, выбираем частоту вращения шпинделя от 600 до 950 оборотов в минуту. Перед началом работы станка вам необходимо надеть защитные очки. Работать в перчатках и при отсутствии защитного экрана категорически запрещено. Также в обязательном порядке необходимо узнать у администратора местонахождение аптечки и огнетушителя. При несчастном случае поломки инструмента пострадавший обязан немедленно остановить работу станка путем нажатия аварийной кнопки и немедленно сообщить администратору. Местонахождение инструмента на рабочем столе во время работы строго запрещено. Прочно закрепляйте обрабатываемую деталь и фрезу. Ключ убирайте на отведенное место на 5С доске.
Во время работы плавно подводите фрезу к обрабатываемой детали. Не наклоняйте голову близко к фрезе или движущейся детали. Оператор должен быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры. Всегда необходимо выключать станок, если вы меняете заготовку или меняете ее положение в зажимном приспособлении. Не измеряйте обрабатываемую деталь. Не смазывайте, не чистите, не убирайте стружкой до полной установки станка. Не оставляйте работающий станок без присмотра. После завершения работы необходимо отвести фрезу от обрабатываемой детали и выключить станок. Убрать стружку со станка при помощи щетки или другого специализированного инструмента. Запрещается сдувать стружку ртом и сметать ее рукой. Привести в порядок инструмент и убрать его на место. Приятной вам работы! С уважением, Make It Center.